Animal Rescue. Заводчику собак Гарри Лизу пожизненно запретили содержать животных после того, как служба по защите животных обнаружила в его питомнике 7 десятков собак в ужасающем состоянии и несколько собачьих трупов. Кроме того, ему придется выплатить штраф на сумму $3500 на медицинское обслуживание отобранных у него собак. Гарри Лиз брал с покупателей более 1000 фунтов за щенка, специализируясь на разведении лабрадуделей и лабрадоров-ретриверов. 37-летний заводчик содержал животных на своей ферме в Литл-Милле в Уэльсе. Службу по защите животных от жестокого обращения к Лизу вызвали обеспокоенные соседи. Когда полицейские прибыли на место, они обнаружили в доме 9 мертвых щенков и десятки собак, запертых в грязных комнатах со свалявшейся, спутанной шерстью. На фото Реджи, один из лабрадуделей с фермы Лиза. Трудно даже понять, где у собаки голова. После того, как Реджи помогли ветеринары, он стал выглядеть совсем иначе. Правда, его пришлось побрить налысо. Мертвые щенки были свалены в одной из комнат. Еще 9 щенков забрали вместе с матерью, лабрадором, ретривером Салли. Лишь один из ее щенков выжил. Еще одна отобранная у Лиза собака, золотистый ретривер Скай, родила щенков уже в ветеринарной клинике. Скай, как и другие собаки в питомнике Лиза, не получала должного ухода и, тем не менее, сумела родить благополучно. Следствие по делу жестокого заводчика длилось около 2 месяцев, после чего местный суд приговорил его к пожизненному запрету на содержание животных. Кроме того, он должен заплатить штраф ветеринарной службе за помощь отобранным у него собакам в сумме $3500. Лабрадудели на ферме Лиза жили в переполненных грязных клетках, полных экскрементов. За шерстью собак никто не ухаживал. По решению суда, ферма, принадлежавшая Лизу, была закрыта, все животные были переданы в приют местной службы по защите животных. Владелец питомника ужасов до конца жизни не будет иметь права содержать собак. Кроме того, суд приговорил его к 3 месяцам заключения, условно, с отсрочкой на 1 год. По заключению суда, собаки в питомнике содержались в грязи, не получали должного ухода и достаточного количества еды. Инспектор службы по защите животных Изи Хигнёл рассказал, условия в питомнике были просто ужасающие. Это было ужасно, настоящий дом ужасов для бедных животных. Взрослые собаки и щенки жили в грязи, от которой меня чуть не стошнило. Шерсть у собак полностью свалялась, мертвые щенки лежали рядом с живыми животными. Раньше мне не доводилось видеть большего количества животных в столь шокирующих условиях. Ньюфаундленду по кличке Полар, жившему на ферме Лиза, сбрили свалявшуюся шерсть и сделали операцию на глазах, в которой он, как оказалось, давно нуждался. Теперь зоозащитники, волонтеры ищут для него новых хозяев. Совершенно невероятно, что этот человек продавал щенков, в то же время совершенно не заботясь о своих собаках, производителях, говорит представитель службы по защите животных. Мы просим всех покупателей щенков тщательно выяснять все о питомнике, где вы собираетесь взять собаку. Если вы заметите, что заводчик не заботится о своих животных должным образом, связывайтесь с правоохранительными органами. Если вас не оставила равнодушным эта история, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео с друзьями. До новых встреч!